Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале «Делаем вместе своими руками». С вами Андрей и Наталья. Наталья сегодня у нас за редактора. Мы уже показывали ролики, как сделать сумку на основе фанерного дна с лоскутным чехлом. Если вы еще не видели этот ролик, ссылка на него будет под этим видео. А сегодня будем шить сумку-шопер из старых джинсов из джутовой веревки. Для сумки нам понадобится деним 3 разных расцветок. За основу мы возьмем удобную сумку и снимем с нее размеры, а потом добавим по 1 см для припусков на швы. Высота 32 см, ширина 26 см и глубина 13 см. Распускать джинсы на лоскутки я буду с помощью роликового ножа. Материал сыпется и махрится, и кроить его с помощью такого ножа мне, например, намного удобнее, чем ножницами. Вот мы нарезали 6 лоскутков, из которых мы и сделаем лицевую часть нашей сумки. Теперь нужно обработать края лоскутков, чтобы они не махрились. Но поскольку машинка у нас самая обыкновенная, обрабатываем кромки простым зигзагом. Края лоскутков обработаны. Теперь соберем из них 2 одинаковых лоскутных блока. Такое чередование оттенков нам показалось наиболее симпатичным. После того, как сшили полоски между собой, прогладим швы утюгом и пришьем к этим блокам подкладку. Подкладку будем шить из моей старой рубашки. Не то чтобы она старая и рваная, просто знаете, как бывает, просыпаешься однажды утром и попадается на глаза рубашка, которую ты давно не надевал. Решаешь ее примерить, и оказывается, что пока ты спал, кто-то совсем недобрый взял и ушил твои вещи. Подшиваем подкладку к лоскутному блоку зигзагом с 3 сторон. На 4-й стороне подворачиваем края внутрь, проглаживаем их утюгом и сшиваем аккуратно прямым швом. Эта сторона будет на виду, потому что будет верхней частью сумки, и здесь будут крепиться ручки. Итого, 2 лицевые части сумки мы сделали, и теперь из более темной джинсовой ткани выкроем 2 боковинки и дно. Сейчас к этим заготовкам мы также пришьем подкладку. У боковых заготовок также одна сторона будет подшита прямым швом, и эта сторона станет верхней частью сумки. А 3 остальные стороны мы прошьем зигзагом, потому что эти стороны все равно уйдут в шов. Полоски на подкладке очень мелкие, и чтобы они были симметричны полоскам на разных деталях, я также выкраиваю их с помощью ножа. Потом фиксирую булавками и пришиваю. Подкладка пришита ко всем 5 деталям сумки. Я даже сделал небольшой чертеж, на котором отмечены размеры сумки без припуска на швы. Теперь соберем детали между собой. Только швы у нас будут не снаружи, как на образце, с которого мы снимали размеры, а внутри сумки. Вот так сумка выглядит снаружи, вот так внутри. Теперь из рукава рубашки сделаем бейку и обработаем ею швы внутри сумки. Чтобы полоски рисунка не ушли в стороны, тоже нарезаем их на коврике с помощью ножа. А потом подогнем и прогладим утюгом. Теперь выворачиваем сумку и проглаживаем швы утюгом. Вот такая сумка получилась. По большому счету, пришить бы ей ручки из джинсовой ткани, и дело с концом. Но мы не ищем легких путей, поэтому будем делать ручки из джутовой веревки. Диаметр веревки 8 мм. Для того, чтобы закрепить ручки надежно, усилим места крепления ручек. Для этого вырезаем 2 лоскутка из джинсовой ткани. Длина 17, ширина 6 см. Потом делаем подвороты по 1 см и проглаживаем утюгом. А с торцов, где джинсовая ткань плохо держит форму, еще дополнительно прихватываем края контрастной ниткой, которую потом удалим. И вот получилось 2 заготовки.
Их по очереди закрепим с внутренней части сумки в местах предполагаемого крепления ручек. Зафиксируем заготовки булавками. Теперь, чтобы сделать отверстие в ткани, будем использовать пробойник. Поскольку пробойник диаметром 10 мм я сразу в магазине не нашел, взял трубку, подходящую по диаметру, отпилил от нее кусочек ножовкой по металлу и заточил один край трубки. Если вам не близки такие приключения с ножовкой, можно купить все необходимое в швейных или строительных магазинах. Теперь делаем разметку под отверстие. Подкладываем разделочную доску, ставим пробойник и молотком пробиваем отверстие. Сделали 2 отверстия. Теперь пришиваем накладки к сумке с помощью швейной машинки. Пришили накладки. Берем юбилейный рубль с Владимиром Ильичем, так как монета подходящего размера. Еще берем кусочек коричневой кожи и ручку «Пиши-стирай». Обводим монетку, а потом ножницами вырезаем кружок из кожи. Края получившейся заготовки обрабатываем шкуркой. Зерно бумаги 320. А потом нагреваем края заготовки зажигалкой, чтобы исчезли остатки чернила от ручки «Пиши-стирай». Потом пробиваем отверстия в кожаные заготовки. Таких кружков из кожи мне нужно 4 штуки на одну сторону сумки. Берем люверсы диаметром 10 мм. Такую пачку на 10 штук я купил в магазине для рукоделия. Они также продаются в строительных магазинах. Теперь вставляем люверсы в подкладку из кожи, а потом прикладываем к сумке с лицевой стороны. С обратной стороны вставляем вторую подкладку и металлическое колечко. Подкладываем матрицу, ставим сверху конус для развальцовки и делаем 2-3 удара молотком. Такие наборы для установки люверс продаются в строительных и швейных магазинах. Если кому-нибудь понадобится, ссылку на лапки и материалы, которыми я пользуюсь, оставлю в описании под видео. Вот что у нас получилось. Точно так же пришиваем и устанавливаем второе крепление для ручек. Крепление для обоих ручек я установил. Все просто и надежно. Теперь нужно сделать ручки. Будем делать ручку из джутовой веревки диаметром 8 мм. Отрезаем кусок веревки длиной 87 см. Чтобы веревка не расплеталась, прошиваем ниткой то место, где будем резать. Берем сумку и вставляем веревку в отверстие. Выглядит уже очень даже неплохо. Но все-таки чего-то не хватает. Шить так шить. Поэтому мы обошьем ручки сумки кожей того же цвета, что и подкладки под люверсы. Способ очень простой, без специальных материалов и приспособлений. Нужно только шило, 2 иголки и нитки. Нитки можно простые капроновые. Видео о том, как обшить ручки кожей, есть на нашем канале. Ссылка на него будет под видео. А мы тем временем вставляем ручки в сумку. Веревка входит очень плотно, зазор минимальный. Это хорошо. Ручка не будет болтаться. Есть несколько вариантов, как зафиксировать концы ручки в сумке. Мы не будем завязывать узелки на концах, а просто пришьем один конец к другому. Кожаные накладки на ручке пришиты. За счет того, что кожа очень мягкая, она повторяет рельеф веревки. Вот такие ручки у нас получились. Концы веревки внутри сшиты между собой. Теперь замаскируем это место небольшим кусочком кожи длиной 5 см на каждую ручку. Шить будем точно так же, как шили предыдущие накладки на ручки. Сейчас обошью и покажу, что получилось. Вот, все готово. Шов точно такой же. Потратил еще по 10 минут на каждую ручку. Зато все надежно, по-настоящему, хоть картошку носи. Вот такая сумка у нас получилась. Есть только одна сложность. В семье 3 девочки, а сумка только одна. Значит, будем шить еще. Тем более,
что старые джинсы у меня еще остались. А на этом на сегодня у нас все. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания.